Интересно, что лиственница, она забирает в себя и шишки, и листья, вот иглы. Но самое главное, что в лиственнице есть жевательная резинка, называется сера, сир по-зырянски, полезно для желудка. На таких вот местах появляется. Люди собирают, используют его в лечебных целях. В принципе, можно жить в тайге и не пользоваться лекарствами. Интересные такие моменты, когда лиственница, ветки лиственницы, и на ней растет такой мох. Говорят, кырыс руяси. То есть олень питается этим ягелем. Когда снег глубокий, олени прям с лиственницы подходят и кушают его. Это всего лишь небольшая часть стада. Несколько раз будут загонять. Просчитают это поголовье, провакцинируют. Вечером загонят еще часть. И мы будем за всем этим наблюдать. Здесь находятся и важенки, и телята. Взрослые и молодые олени. Хоры и быки, они живут отдельно. На других пастбищах. Сейчас оленеводы уже ждут приплод. Приплод начинается в середине апреля, в конце апреля. Но основное уже в мае. Мы видим, что важенки, они носят рога. А рога скидывают в середине мая. После того, как они скинут окостенелые рога, уже начинают расти мора. На зырянском языке называется мора, а на русском языке панты. Знаем, что очень полезное лекарство делают из пантов и из рогов оленя северного.
В основном китайцы занимаются этим. Окостенелые рога, панта. Все это сдается, потом увозят сырье. А нам уже привозят готовый продукт. Пантокрин, рантарин. Некоторые олени уже племенные. Видимо, еще в прошлые годы племели их. Желтое клеймо. Ушная метка. Пасы. По коме называется пель-пас. Легко запомнить, потому что есть слово пель, мень, а есть слово пель-пас. 521. 521. 700. 036. Хорканье, хорканье, хорк. Это поголовье идет на воспроизводство. Забойная кампания уже прошла. Вот эти олени остались на воспроизводство. На зимовке 120 километров от Саликарда. Здесь хорошие ягельники. Олени питаются хорошим ягелем. Жируют. И вот такой вот загон специальный, чтобы просчитать поголовье. От высоких показателей зависит заработная плата оленеводов. Заработная плата у них небольшая. 20-30 тысяч. 30 это считается большая зарплата. Поэтому приходится им выживать за счет личных оленей. А оленеводы сдают рога, панты. В основном покупают китайские производители. Из этого сырья делают лекарства. Потом этими лекарствами пользуется весь мир, в том числе и россияне. Вот такая вот история. Ну, по истории мы знаем, что много Низверtas приходили из-за Урала со своими оленями. То есть вот это получается потомки еще ижемских оленей. Много организовывалось колхозов, совхозов. Олени, соответственно, брали участников, и оленеводы обратно уходили в те же стада, только уже колхозные. 037 662. Намнику. Подожди. Этого дерева. Я полностью полям. Пришел! При загоне оленей в Йор используют разные приемы. Один из них — это мобильный загон. Полотна плотной материи растягиваются и привязываются к деревьям. Нужно максимально сузить вход, чтобы можно было потом перекрыть животным обратный путь. Вот с этой стороны. Сначала натянем ее. За этим же полотном прячутся загонщики. Как только последний олень окажется в Йоре, люди тут же закрывают животным дорогу. И только после этого начинается расчет и вакцинация. Если стадо большое, его делят на несколько частей. Животных загоняют в Йор. Тут же идет отбор оленей по бригадам. Иногда животные начинают показывать свой пыл, и загнать их в кораль становится сложной задачей. Большую помощь в работе с оленями проделывают собаки. Оленегонные лайки — настоящие помощники в перегонах стада. Стоит только хозяину поднять руку в нужном направлении, как пес тут же побежит за отбившимся оленем. Рогатые боятся их лая и выполняют все пожелания собак. С приходом весны лаек, как и оленей, необходимо вакцинировать. Ветеринар просит хозяев поочередно приводить на укол четырехногих друзей, а их у каждого по 2-3 особи.
Комментировать это. Сколько? Чего ставите прививки? От бешенства? Ну, чтобы собаки это не заболели. Вследствие чего могут на оленей кидаться. На человека также. Бывали такие случаи или Да нет, предотвращали? у нас-то нету. Ну, профилактическое. Чисто из профилактики. Если хочется воды, приходится чистить. Наверное, у многих людей возникает вопрос, а где же оленеводы берут необходимую для жизни воду? Летом-то понятно, что источником являются горные ручьи и реки, а зимой используется снег со льдом. Снег для хозяйственных нужд, а лед для питьевой воды. Интересно, рыбные же должны быть, по идее. Лед собирают на ближайших озерах. Обычно выезжают туда всей семьей. Несколько мешков хватит на всю неделю. А когда лед заканчивается, соседи договариваются поехать за льдом вновь. Иногда заготовкой льда занимаются только женщины и дети. Сегодня из города много машин приехало. Как только начинает обильно таять снег, зимние покрышки чума меняют на более легкие материалы. Ты кричи, не кричи, ты рыдай, не рыдай, он не скажет моя, он не скажет моя, он не для тебя. Полог для чума. Как поется в песне, строчат машинки, шьют иголки. Жизнь на стойбище связана с многими вызовами природы. Человек должен накормить и обогреть себя. Начиная с одежды и заканчивая чумом, это все работа хозяек. Вот и солнечным весенним днем женщины взялись за шитье летнего полога. Не рыдай, он не скажет моя, он не скажет моя, он не для тебя. Дарит ласки ей, он забыл тебя, ты ему не нужна. Горечь прошлых дней камнем на душе не дает покой. И пройдут года, все забудется, но нее в
верховьях реки Полой, в лесотундре, можно сказать, что уже в тайге, потому что здесь деревья совершенно другие, уже высокие деревья, лиственницы, елка, сосны здесь пока нет, еще чуть-чуть дальше, ближе к Надыму, там, да, там есть сосна. Погода хорошая, утром был туман, сейчас появилось солнце, потеплело. Мороз, конечно, работать сложнее, холодно. А когда тепло, соответственно, и настроение у оленеводов другое, хорошее. 3 дня назад шел дождь. В апреле такие катаклизмы. Многие олени с родовыми пасами. У каждой семьи свой родовой пас, своя метка ушная. И каждый оленевод знает, если даже в стадо придет другой олень, они могут определить его по ушным меткам и узнать, чей он, с какой бригады. Ну, сейчас много частников пришло из-за Урала. Конечно, эти метки сложно определить. Но оленеводы стараются помогать друг другу. Если даже чужие олени пришли, по истории нужно содержать их 3 года. Если хозяин не появится, только в том случае можно считать его своим, ставить ему свою метку. Ну а если в течение 3 лет появится хозяин, то он его имеет право забрать. Коми оленеводов осталось немного. Многие семьи уже смешанные браки с ненцами, с ханты. Дети, как правило, в этих семьях уже общаются только на русском языке. Мы сегодня уже наблюдаем за этим процессом. Да, Миша? Хитмитный рыбит, да. Это детство наше, вообще круто. Аж это самое, аж хочется жить. Хочется жить, это весна, это жизнь наша прошла, это детство наше опять начинается, опять детство пришло. Вечером, когда основная работа уже выполнена, можно немного и повеселиться. Любимая игра коми оленеводов Чиган Ворсан. Городки. Когда-то в нее играла вся сельская молодежь. Теперь осталось в глубокой памяти. А вот оленеводы в городки играют до сих пор. Это жизнь наша прошла, это детство наше опять начинается. Это вообще конкретно. Вот интересно, это такая азартная игра, оказывается. Все конкретные. Так, надо ровно стать. Вот так. Толя, не бери, это их не бери, вот наши здесь. Оставляй! Эй, что вы говорите? Лак, Толя! Кидай! Игра нравится всем. Играют в городки как мужчины, так и женщины. Смотрим внимательно. Блин! Дайте еще. Точно шевелись. Не руки были. Анатолий Михайлович. Ой, молодец. Правый. Левый.
Наш. Это засчитывается, нет? настоящие, да, азартные пацаны. Не ушел, что ли? Профессионалы. Ушел. Мулей. Да. Для этой игры необходимо собрать 2 команды. Желательно по несколько человек. Артемка унес, что ли? Мы видим, что на снегу палками выбиваются границы городка, а внутри ставят цилиндрические столбики по 15 штук. И маленького попа. Он самый главный в игре. С помощью биты, небольшой палки нужно выбить столбики за пределы границы. Тот, кто быстрее справится с этой задачей, тот и победит. Топта. А вот эй, Вань, ты... Настя, вот Клав, отмечайте своих, отмечайте. Нормально. Какой нормальный, иди. Отмечать надо их. Зашли туда. Ты идешь так? Нет, ты сам крыш. Когда на стойбище приезжают гости, веселее в разы. Становится больше людей, и игра получается азартной. Правильно. Егор. Ой, Макай. Ты снимай, ты одну. Ты лабиринт. Иван, правый. Белый. Vezes vou in tjurris kylan, sie elegais pestis, davromoides kyvias, kylan, vistalek jolam vylam, musava se asi očti, ševknite mamića sije. Ты будешь смотреть, как я играю. Давай, брат, теперь. Ты под меня не попади, пожалуйста. Не попал? Не попал. И защитные. Попал! Ты видел первого? Камера, мотор. Попал. Ага, попал в меня. Хорошо, что не в камеру. Вот у нас сейчас 2 снегохода. Товарищ один. Значит, я и 2 упряжки. 2 упряжки. Впереди еще 2 снегохода. Наверное, загонщики там где-то прячутся. Ой, Что-то их пугает. Обратно бегут. Если передние пошли обратно, значит остальные настораживаются. Значит, что-то там не так. Давай, кусок хотя бы засунем. Торса, давай. Торса чуем. Бара маться чуем, начи. Чуем, это чуем. Хотя бы это чуем. Бара маться чуем. Прошло 2, наверное, 3 часа уже, пока мы со стадом не можем справиться.
упрямые какие-то олени. Небольшая часть зашла. Остальные упрямятся. Давай, выходим, выходим, все. Закрываем, закрываем. Давай, 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 давай. Палки закрыть, короче, этих загнать, палки закрыть. Ой, ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Экс-бригадир Василий Витязев вышел на пенсию уже, но помогает своим братьям. Работа коллективная, так что приходится помогать. Приехать за 120 километров, помочь братьям просчитать оленей, вакцинировать, потом снова ехать домой. Бригада принадлежит семье Витязевых, династия Витязевых. В Салихардской бригаде уже работает давно. Работал дедушка, папа Феофан, Василий Витязев. Сейчас правление передал Дмитрию Витязеву, своему брату. Утренний загон оленей в Йор. Сегодня будет просчет и вакцинация. Будем надеяться, что все пройдет удачно. Работа начинается с утра и до позднего вечера. Ежегодно проводится вакцинация, просчет оленей. Раньше таких вакцин не было, но сейчас олени чувствуют себя лучше. Подкожного овода уже меньше. Шкура, постель чистая после забойки. Видно, что вакцина помогает оленям. Петр Михайлович один с катаски. Чудесно, чегло. Такое небольшое стадо. Я думаю, что это половина. Пока загнали половину. Иначе, если загнать все, стадо просто работу выполнить не успеет. Отсчитывают ровно столько, сколько смогут просчитать, вакцинировать. Работа может продолжаться 2-3 дня.
Ведение оленеводческого хозяйства – это прежде всего коллективная работа. Большую роль в ней играет женщина. Как однажды выразился один из бригадиров, у наших женщин 40 профессий, и начинал их перечислять. И на самом деле у тундровичек много забот. Помимо воспитания детей, им необходимо уметь собрать и разобрать чум, шить меховую и матерчатую одежду, управлять оленей упряжкой, заготовить дрова, разжечь печь. В принципе, все и не перечислишь. Нужно сказать, что малышей в чум приводят сразу после рождения. Дети воспитываются в люльке вместе с родителями. Они проделывают сотни километров. На стойбище они учатся видеть и слышать. Делают первые шаги, учатся разговаривать, дружить, пасти оленей, помогать родителям. Всеми любимые комишаньги любят не только члены семьи, но и все гости. Не раз слышал от разных народов рассказы, что в детстве любили ходить в гости к коми-бабушкам, полакомиться вкусными шаньгами с начинкой из местных ягод. Особенно свежие стряпаные обожают дети. Для них это приятное лакомство. И праздничный стол в коми-чуме всегда доминирует разными мучными вкусностями. Нужно добавить, что коми-оленеводы православные, поэтому в каждом чуме есть свой святой угол с иконами, которые почитают кочевники. Вот это вот большой гер, по-зрянски называется гер. Это тут загоняют в этот средний. И отсюда уже малый, где идет подсчет, вакцинация. Небольшую часть отделяют, оленей 15, просчитывают, вакцинируют. Так вот идет работа. Месяц апрель, как раз нужно просчитать, сколько было, сколько будет прироста. Хозяйство Салихард Агро с большой историей. Наверное, с 30-х годов еще были колхозы, совхозы, ОАО, АО. Как бы они не назывались, люди работают всегда одинаково. 036 218 на млюку. 0366 83. 036 66 83. 66 83. Вот Артем ставит уколы. Зоотехник с 20-летним стажем. Ветеринар. Сколько? Ветеринар с 18-летним стажем. 18, да? Угу. От чего ставишь уколы? Сибирки? А? От сибирки и профилактически от этого, от овода подкожного. Один от сибирки, сибирская язва, другая это адвертин подкожный. От овода помогает, да? Да? Бирка.
12-26, Важенка. Сам не спаси. 12-26. Они это кричали, подожди. 7:35. Важенка. Важенка. Дырка. 7:40. 7:40. А, куда ты пошел? 7:34. Сейчас отпустит тебя уже. Важенка. Отпустит сейчас. Спокойно. Отпустят сейчас. Отпустят. Уже бирка есть. На ушах. Бирка. Теленка бирка. Желтая. А это ингелудет. Поставили пас. Ушную метку. Потом до сих пор кровь сочится. Ой, дырки такие. Ноль 79, скоро. Опасно. Так, ногами может попасть. Наймали много зырянских семей. Терентьевы, Чупровы, Витязевы, Каневы, Коневы, Филипповы, Ануфриевы, Сметанины. Еще в древние времена они пришли на Ямал и до сих пор ведут традиционный образ жизни. Кочуют вместе со своими соседями, ненцами, ханты. Знают языки ненецкий, хантыйский. Также ненцы и ханты знают зырянский язык. Язык межнационального общения до 70-х, 80-х годов. На каком языке многие говорили, многие общались. И ненцы, и ханты даже между собой. История об этом умалчивает, но нужно знать эти моменты. Я збирав лише бура. Сынок, Сынок, ты съел больше, чем положено. дом, пожалуйста, Работая физически, теряется много калорий. Поэтому основной продукт — это мясо и рыба. Так, народ, садись, рабочий народ. Эти продукты варят, жарят, либо свежуют сырым. Сегодня на столе у оленеводов можно увидеть и свежий хлеб, овощи, фрукты. А еще оленеводам необходимо много морса и крепкий горячий чай. Все вместе соберутся. Конфеты положить Немного передохнув, кочевники вновь берутся за работу. Теперь просчет и вакцинация продолжится до темноты. И только потом все разъедутся по своим чумам.